Здорово, братцы. Доброе воскресное. Вот так, в общем-то, в кафе я тут когда-то ходил. Это у нас Уфа, объездная. В кафе когда-то ходил. С Андреем Ивановичем мы там кушали. Вот душ зачетный здесь. Вопросов нет. Но вот парковка. Хвост. Портит все впечатление. Просто там, видите, там... Ну, я туда не пойду. Там стоянка небольшая. И все уже забито машинами. Так, ну у нас тут все в порядке. Поэтому туда много не забьют. Много не поставят. У нас все в порядке. Время 7:30. Скоро поедем. Впереди Уральский хребет у нас. Передо мной уже все, что стояли, уже разъехались. Вот деловой стоит, да? Вот он вроде бы ехать готов, наверное. А не может. Сзади бочка стоит, впереди тоже кто-то. Но вся фишка не в этом. Уже 1000 раз про это говорил. Вся фишка в том, что мало ли что вот в центре произойдет. И все. Опять начинается жара. С 29. Заводим кондер. Сегодня опять 30-ка. 30-ка не 40-ник. Одеваем наши поломанные глаза. Все, с Богом, в путь. Ну, давай, бочка, давай. Давай, колено, давай. Тоже поехал. Газ. Газ. Огнеопасно, да. 73-й Ульяновский. Фу, жарко как. Ёлки-палки. Я опять забыл стекло помыть. Может, оно не очень сильно грязное. Может, не очень. Потом, после Урала, помою. Брянские Софики. Микрорайон Дема. Ну, это ж Уфа. Микрорайон Уфы. Где-то там. И сам город, соответственно. С левой стороны у нас остается. Вон весь основной вон там. Комплекс УТЭП. Тоже ни разу не стоял. Тоже все время хочется съездить его протестировать. УТЭП. Как думаете, стоит это сделать? Поехали смотреть, как там ремонты, как что, как стройка века, как там Урал равняют. Сегодня не четверг,
взрывных работ быть не должно. Лихо разогнал ты бочку. То не ехал, то решил разогнаться. Езжай. И мы за тобой. Сейчас, кстати, у Яндекса спросим, что нам там Яндекс до Челябинска говорит по времени. Микрорайон Дзема, наверное, или Дзюма, скорее всего, Дзема, назван, наверное, из-за речки. Совсем недавно реку Дзема переезжал. Сейчас у нас река Белая, ну, основная река. Значит, получается, да, через всю Уфу протекает. Наверное, еще набережная есть, да? Нет? И ни разу в центре Уфы не было. Вообще в центре Уфы был один, ну как в центре, в Уфе был один раз, выгружался, когда там без прав ездил, я уже эту историю рассказывал. А так вот, чтобы вот именно по городу погулять, что-то как-то не доводилось никогда. Надо как-нибудь этот вопрос по возможности исправить. 6 часов, Яндекс говорит, нам до Челябинска ехать. Так и в принципе ничего. Рабочее время на прохождение Уральского хребта. Сейчас мы тут солярочки сожгем. Я сюда пришел вообще с расходом. Сейчас вот реку посмотрим. Я сам в шоке. Что-то белело, жарко, наверное. А вон Уфа, да, как она на этом, на бугре, на холме, на горе смотрится шикарно вдалеке. У меня сейчас расход, но это подняло 29,2. А так я приехал сюда к этому. К Уфе подъезжал, вообще 28,9 было. Ни хрена себе. 21,200 за плечами. Вот даже 29,2. Ну вот посмотрим, какие цифры будут, когда с хребта спустимся. После хребта там в Чебуркуле. Как раз вот получается, если все нормально, в Чебуркуле будет обед. Вот мы там и глянем. Делаем ставки, джентльмены. Я думаю, литров, ну, 34 где-то будет. 35, наверное, вряд ли. 34 должно быть. Кто больше, кто меньше. А это как так-то? Солнце, сухо. Охренеть. Без жертв, походу, слава богу. У кого-то в воскресенье явно не задалось. Вот только что Стеллу пересекли, Челябинская область, даже еще, видите, с той стороны вон Стелла Башкирия, ой, да, Башкортостан. И сразу же началась стройка. В Башкортостане тоже идет, но со стороны Уфы в эту сторону стройка. А здесь вот как только вот мы пересекли, и все, и пошло. Дай мне Бог памяти. Ну, вся Челябинская область здесь однозначно. А потом же мы опять кусочек Башкирии там уже за Симом захватываем. Но там что-то я не вспомню. Есть там ремонт? Нет. Ну вот, заехали в зону ремонта, так сказать. Весь этот скальник, да, раздробить же надо, поразвозить туда-сюда. Тут. Это не то, что там на равнине там раскопал, засыпал, закатал. И все так просто. Гори. А то не гори.
I've been going solo. Want my love, baby, earn it. Yeah, dancing on my own. See if you can follow. Got me feeling alive. Watch me go, lose control. Is this real? All I feel. Break the signs. Every time, let's be real, be real, be real. I do what I want. Ooh, I do what I want. Ooh, I do what I want. Ooh, I do what I want. I want, I want, I want. Hear me now, I do what I want. Are you ready now? 'Cause it won't be easy. Only get what you work for. Gotta go all out whenever you see me. Don't be wasting my time. Watch me go, lose control. Is this real? All I feel. Break the signs. Every time, let's be real, be real, be real. I do what I want. Ooh, I do what I want. Ooh, I do what I want. Ooh, I do what I want. I want, I want, I want. Hear me now. Watch me go, lose control. Is this real? All I feel. Break the signs. Every time, let's be real, be real, be real. I do what I want. Ooh, I do what I want. Ooh, I do what I want. Ooh, I do what I want. I want, I want, I want. Hear me now, I do what I want. Вот тут мне нравится, все-таки какие они молодцы, что они не просто вот в асфальт закатывают, две полосы будет в каждую сторону, а срезают этот овраг, уменьшают его глубину. Не такой крутой спуск будет, не такой крутой подъем. Видите, какой мост, какой высоты тут хрена. Ну, не мост, а это не мост, эстакаду такой высоты хреначит. Чуметь, да? Представляете, сколько на денег стоит? Наверное, даже не можем, наверное, представить эту сумму. Но решение вот это, конечно, очень классно. То есть нету вот этого крутого спуска. Ты как бы более полого будешь проходить этот участок. Соответственно, насколько будет легче. Короче, срежут скоро Урал. Как Култук срезали и все. И... Хотя, как зовут этот товарищ, есть такой город в Германии, Кассель. Там тоже горки. Там-то автобан. Мы сюда первый раз попали. Ну, я его провел, я тоже тут был, а потом он за мной ехал. В бывшей конторе, говорит. Урал, Урал. Кассель какой-то, только автобана не хватает, и все. Хорошая дорога, и ты его не почувствуешь. Сейчас даже вот тут-тут-тут. Боюсь же говорить, сглазить. Ну, пока просто красиво идем. Вот я за 2 часа, да, вот еду ровно 2 часа. Вот уже, считайте, за Симом. По ремонтам тут, по всем этим делам. Идем пока отлично. Еще тьфу-тьфу-тьфу, типун мне на язык и на все остальные места, чтоб не сглазить. Вот они, эти опоры, да, балки эти возят сюда. И здесь вот тоже срезают. Какой спуск? Ретарда разрывается. А так можно считать практически по прямой и пойдешь. Даже тормозами помогать, потому что ретарда не удерживает машину. Видите? Сколько здесь? Метров 30, наверное, 40. Высота получается. И жары нету у нас. 22 градуса всего здесь. Ну, влажность. Тут, наверное, хорошие дожди были вчера. Потому что у меня даже дорога влажная. Я чувствую, после Урала наш скиталец будет уже немножко
Колбасики. И 22 градуса. Песня. А здесь вот если так вот по прямой вот туда будут уходить, да? А здесь они наоборот гору срезали. Нету вот этого. Равняют. Скоро равнина будет здесь. Вот же сколько раз зарекалась свинья, как говорится, грязи не есть. Сколько раз говорю, молчи, язык враг твой. Только вам рассказал, как мы хорошо едем. На следующем же подъеме все, мы уже не едем. Ой, господи. Вот кто за язык тянул? Вот кто? Вот что ты ляпаешь? Уже пройдешь Урал, потом ляпай, рассказывай, как ты тут хорошо проехал. Или нехорошо. Нет, ну хочется ж поделиться. Все, вот ползем уже теперь 30 км в час. Нет слов. В районе Садкивца потемнело как ночью. Сейчас тут такой хороший ливень, наверное, будет. За 3:10. Где мы тут едем? Я не знаю, но где-то Саткинский район. Вроде едем. Иногда притормаживаем. Иногда нормально бежим. Ну тут что-то вот над Уралом на солнышко нет. Хорошо, 19 час. Пускай так будет. Жарко тоже не есть в РЛ. Я писал Костяну, говорю, Костя, где тут можно на Урале воды набрать? Говорит, заедь в эту, в Садке, гостиница, стоянка Родник. Ну, я знаю примерно, где это. Если не пролечу, правда, она у меня по левой стороне. Если не пролечу, то надо, может, заскочить. Если дождя не будет, ливня в этот момент. Потому что там, я смотрю, как раз там над Родником, смотрите, там все черное. Если будет, дальше поедем. Кстати, это вот уже первый поворот на Садку, наверное, да? Нет, это еще даже не на Садку, это на Бакал, на Катавку. А, это стоянка Зюраткуль, вроде бы, да? Нет. Тимьян. Досадки еще. Ну, и досадки еще 30. Пошел дождик. Зато лобовик сейчас был чисто-чистый. Не надо жидкость было тратить. Правильно сделал, что не был? Правильно. Прочувствовал. Осенним его не назовешь. Конкретный летний ливень. Даже больше на тропический похоже. Смотрите, что делается. Да, знатно поливает, знатно. Что-то
Света не видно никакого. Щетки на максимум включать. Мелкие уже аварийки включают. Давай на обочину съезжай. Вон уже просвет впереди, сейчас дождь закончится. Все. Как раз там, где это... Где у нас вода, то дождя быть не должно. Если я не ошибаюсь, это здесь. Вот она, эта стоянка. Как бы вроде дождик уже практически стих. Да, вот она, родник написано слева. Даже не знаю, что делать. Заезжать, не заезжать. Давайте заедем. Дождь практически закончился. Офигеть, тут так заливало. Не буду заезжать. Поехали дальше. Ради воды мокнуть я не собираюсь. Не хочу. Будем дальше искать. Это новый квест называется. Жуковский, найди воды. Но последние с полчаса он был либо сильный, либо очень сильный. Там уже, видите, да, светает. Там уже вообще солнце над садкой. Но тут такая туча знатная. На этой стоянке 1,5 суток простоял. Урал был закрыт. И в лес мы 1,5 суток бичевали. Что, за водичкой непогода, да? Да, за водичкой непогода. Так что едем дальше. Водичку потом где-нибудь в другом месте наберем. Ну вот сейчас все заканчивается. Ремонт тут уже от мяса 4-полоска, потом опять вот еще ремонт. И сейчас уже все, мы выходим на 4-полосную перед Чебаркулем. Ну и дальше уже до суровой Челябинской объездной у нас будет 4-полосная дорога. Итого у нас на все это время ушло 5 часов. Нормально? Ушло 5 часов. Ну, чистой езды я имею в виду. Расход в поездке. Смотрите. Как в воду глядел. Сказал, что будет 34. Пожалуйста. Нифига себе. Я сам в шоке. Может, вангой подрабатывать идти куда-нибудь. Ну, а дальше у нас... Ну, тут еще чуть-чуть. Ну, это уже не считается даже спусками и подъемами. Это уже все, горы закончились. Все, мы спустились с гор. А дальше 1556, но это через Казахстан, значит, сотку добавляем, 1650 километров у нас сплошной равнины будет. Будем ехать ровно. А тогда нам еще 1650. Блин, ну как я с расходом четко. Меня же самого себя гордость распирает, нифига себе. Часто, понятно, мы его уроним. До тех показателей, которые были, конечно, уронить-то не уроним. Ну, может быть, если с ветром повезет, литров до 31 до Новосиба и грохнем. Может, меньше.
хочешь ехать? Да я тебя обгоню. Хотя, вернее, это уже сказать опережу. По идее, это уже не обгон, а опережение. Смотрите, как он красоту везет. И увязаны эти куски. Это гранит, наверное. Цепями. Красавчик. Конечно, может быть, оно и недостаточно, но сам факт, увязки есть. А вот сейчас здесь вот в Тимирязевске съедем. Борщ с сальцом нас ждет на стоянку. Пообедаем. Время 2, 10 минут 3-го. Потом поедем дальше. Да мух погоняем. Блин, задолбали. Тут пару штук летает. Они уже всю печень мне выклевали. Ползают по ногам. Никак не прогнать, твари такие. Сейчас мы им тут устроим Перл-Харбор. Кстати, можно насчет воды спросить. Есть тут вода, у них нету, интересно. Может и есть. Стоянка пустая. Ну, я как-то ночевал здесь. Тоже дорожная сеть, то в принципе так-то более-менее. Кафе, не знаю, не ходил. По отзывам читал, что так себе. Не, наверное, с водой здесь... С водой здесь, наверное, вряд ли. Можно даже не ходить, не спрашивать. Так, куда нам встать? А вон туда, он сейчас мордой загоню. Если что, будет кто заезжать, чтобы не пылили сильно. Ой, какие тут ямки. Ну туда покрытие здесь, да, здесь немножко пыльно. Согласен. Мусор не бросать. Ведется видеонаблюдение. Штраф 3000 рублей. Понятно. А белые цветочки это что? Кто аграрий, кто в курсе? Что это такое цветет? Вот. Гречиха что ли? Или что это? У нас Курганская уже. Зашли мы уже в Курганскую, Челябинск обошли спокойно. Уже 33 до Шумихинского кольца осталось. Что-то вот еду, не могу понять. Участок скучный, так начинаешь придумывать все развлечения. Вот еду, задался с вопросом, что это цветет, ни хрена не понимаю. Кто знает, чьи это поля? Объясните бестолково. Это Щучье, ну Щучинский район, Щучье вот поворот. Следующий вот 32, Шумиха. И потом 133 до первого Курганского кольца. Ну, в общем, до Кургана. Тут такие нормальные плантации засеяны этим.
собрала за собой от самого Челябинска. 60 километров в час едет. Ну, конца и края. Хвоста вы не увидите, коллеги. Там жесть что делается сзади. А знаете, на Челябинск-то машин много возвращается. Сегодня же воскресенье. Обгонять очень сложно. Что у нас тут еще? Еще вот сладкая парочка, да? Не габарит, понятно. А это, может, какое сопровождение. Ну, не габарит, а этот панелевоз. И за ним еще какие-то Жигули едут. Замучили уже, наверное. С полчаса тут едем. 60, 65, 60, 65. Да что ж ты будешь делать? Блин, там встречка идет. Вот эти Жигули, да? Ну, наверное, сопровождает панелевоза этого. Смотрю, ну так покачивается. Ясно. Курган, тут учитель едет. 247 Мазда. Хочет проучить. Сейчас проучим. Чего он там проучить хочет, блядь? Ах, он тогда вот сейчас держит специально, блядь. Узбекистан, ты там впереди едешь. Тормозник, я он нахуй сейчас зажмем, блядь. Давайте его отхуяним нахуй, зажмем, да, съедим, блядь. Учитель хуй, блядь. Учитель, значит, мы слышали, да? Сейчас. Специально держит, блядь. Давайте его в коробку возьмем нахуй, да остановим, ебать, хули мозга ебать. Где он там? Говорят, Мазда там какая-то едет. Мазда, серебристая, 247, 74 регион. Видите, обогнать не может колейка, так где-то кто-то его, наверное, что-то, может, не пустил, пошел на обгон там кто-то. И все, уже обогнал и держит. Не дает людям ехать. Ну, может, и ты уже подвинешься туда заодно, красавчик. Успею? Успею. Панелевоз тоже красава. Двигается, пропускает. Дай им тебе Бог, братан, здоровья. Вот это я знаю, что выращивают в Курганской области. Видите, какая красота. Желтое поле подсолнуха. Смотрится как симпатично. Нам 80 до Кургана осталось. Вообще такой кайфовый день в плане температуры. 23 сейчас. Что такое? Курган опять какие-то тучки. Да бог с ними. Как в своей песне там было зеленое море тайги, а здесь желтое море подсолнуха. Это заканчивается, сейчас с левой стороны начнется. Красиво, красиво. Я что-то раньше не видел, что в Курганской области подсолнухи выращивали. Все больше как-то там. Ставропольский край, Краснодарский. И сейчас и здесь. Вот смотрите, сколько засеяно. Успевают они тут вырасти, получается. Ну, раз начали садить туда. Ну, это, наверное, же кормовой. Вот, смотрю, такой низкий такой. Обычно, если там где такой подсолнечный, который просто семечки, так там заходишь, там человеческий рост. А здесь, вот смотрю, такой маленький. Кормовой какой-то.
в Варгаши ночевать. В Кургане будем 8:30, ну, как бы рано. Вот, а Варгаши, ну, это километров 50, наверное, 60 еще за Курган. Там дальше стоянки-то есть. Кафе, стоянки, то есть, ну, по моим критериям там ничего нету толкового. Тут самое главное, вы же в курсе, да? Там с интернетом беда. Беда, беда, беда. На них, на всех там. Лучше мы завтра туда пораньше, часиков 6 выскочим. Ну, еще получается, где-то сегодня еще соточку надо. Соточку пройдем. 1230 остается, но это напрямки. А может не напрямки. One moment, please. Сейчас я посмотрю, куда нас это чудовище ведет. Не, она ведет напрямки, как всегда. Через Казахстан. Значит, надо еще сотку добавлять. 1230, 1330. Ну вот, еще соточку пройдем. Останется где-то 1200 с чем-то. Нормально. Завтра день и понедельник, и вторник. При хорошем раскладе во вторник к обеду, после обеда можно запросто прибыть на массив. Но это при хорошем раскладе, а там как пойдет. Поэтому едем в Варгаши сегодня. На этот раз. Будем закругляться на сегодня. Без 5-9. Что завтра часиков 6 утра поедем. Еще 20 минут, темень настанет. Ну, что там, Урала, в принципе, сегодня тоже нормально проехали. Нет, так-то бы можно было бы еще, но уже говорю, дальше. Интернета на стоянках никс. А вон надо. Все ради вас. Поэтому приходится подстраиваться. Еще так-то часик можно было бы запросто пробежать. А часик так куда? До Макушина 96. Считайте, 1,5 до Макушинского кольца. Ну там после Макушинского кольца ну еще часа под 2. Все. Хорош тут философствовать. Заезжаем, места есть. Заезд через заправку, ну ничего страшного. Тут через заправку не совсем красиво, правильно или нет? Нет, через заправку нормально. Хотя как нормально? Ненормально. По идее, на заправку тоже ж нельзя поворачивать, видите? Нужно было и там сворачивать. Ладно. Выедем потом, завтра. Слегка пошалив. Опять поехал. Новосибирск к другой стороне. Хотя почем тут Роснефть? 59,65.
асфальтированные. Но что ж тут уже ж. А моряков-то сколько? Не только тут, я смотрю, нижегородские номера, то красноярские, иркутские. Это моряки. Много на дорогах моряков, очень много. Так, а что там наш... Что там, коллега стоит, что-то? Прям не стоит, что он там моргает? Где? Биг Босс. Куда тут вставать-то? Вы не знаете, куда вставать? Я тоже вот не знаю. Ну, в принципе, наверное, куда хочешь вставай. Что мы будем делать? Передом туда загнать? Или развернуться? Я хрен его знает. Лучше передом, потом задом вытолкаем. Или сюда вот РФ загнать передом туда. А что я буду мучиться? Вот передом загоню вот сюда и все. Потом завтра задом вытолкаем. Человек заехал. Выполните разворот там, где это разрешено. О, какой, смотрите, какой жулик лежит красивый. Беленький такой. Симпатяга. Лежи, лежи, не бойся. Ну и все. Чего сейчас? Чайку попьем на сон грядущий. Да и все. Ой. Да, чайку надо заварить. Как раз сейчас стемнеет. О, лежит красавчик, да? Пошли посмотрим. Познакомимся с ним. Привет! Ай, ты хороший какой! Ай-яй-яй, косточку хочешь? Да, косточку тебе дать, косточку. Сейчас поищу косточку. Беленький такой, симпатичный. Ай, красавец, ай, красавец. Да, ждешь косточку, ждешь. Ай-яй-яй. Да, 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 вот какой ты молодец. О, оказывается, тут дорожной сети уже нету. Второй год. Надо платить золотом. Заплатим золотом. Хорошо. Сейчас чек сказал, принесет кассовый. Ну а что? Нету. Была ж раньше. По-моему, я стоял тут по дорожной сети. Говорит, нет, второй год уже. Ну, я давно тут не ночевал. Или на Мане я здесь ночевал, или я что-то не помню. Ну да ладно, бог с ним. Золотом так золотом, правда. Видели какой? Обалдеть, красавчик.